Добро пожаловать на работу в интергалактическое такси имени Смарфа Кванзора. В этой просто космической настольной игре от 2 до 6 участников смогут сесть за баранку корабля такси и доставить пассажиров к самым далеким уголкам галактики. Кстати, среди наших пассажиров много известных личностей. Сможешь опознать их всех? Впрочем, не задерживайся, смена уже началась. В игре побеждает тот, кто заработает больше всех очков репутации, а зарабатываются они путем развоза пассажиров по нужным станциям. Пассажиры – главный источник денег и проблем, а бывают они 4 видов. Пассажиры с белой рамкой – обычные пассажиры. Их можно высадить на любой из 2 станций, совпадающих по значкам на карте. Они принесут 1 очко репутации или отнимут 1, если останутся на руке в конце игры. Карточки пассажиров с желтой рамкой – наши богатые гости. Их можно высадить только на станции, совпадающей по значку, но и принесут они целых 2 очка репутации. Или отнимут 1, если останутся на руке в конце игры. Карточки пассажиров с красной рамкой – это зайцы, которых хлебом не корми, а дай прокатиться задарма. Чтобы стрясти с них оплату и заработать 2 очка репутации, их нужно высадить в секторе, где находится контролер. Можно, конечно, выкинуть их на своей станции без контролера, однако тогда вместо репутации эти карты отправятся в сброс. Все зайцы на руке в конце игры отнимут у вас по 2 очка репутации. А это вартанцы. Самые особые пассажиры. Мало того, что они никогда не платят за проезд, а в конце игры отнимут у вас по 2 очка репутации, так еще и высадить такого можно только на станции, где есть другой вартанец. Ведь нет ничего более важного, чем дружба 2 вартанцев. Бла-бла-бла, выходи уже, не задерживай приличных граждан. Карточки контролеров, активируясь, автоматически высаживают всех зайцев на любой станции в секторе. Благодаря этому вы можете получить очки репутации за всех зайцев, которых привезли на станцию. Для начала нужно выбрать себе тачку, в смысле корыто, то есть корабль на текущую игру. В случайном порядке вот таким образом разложите карточки маршрута. Определите по количеству игроков, по какому маршруту вы будете возить пассажиров. Зеленый для 2 игроков, желтый для 3-4 и розовый, если в игре 5 или 6 участников. Замешайте в колоду пассажиров столько контролеров, сколько игроков, плюс 1. Отсчитайте 20 карточек пассажиров и замешайте среди них карту «Конец смены». Затем положите получившуюся колоду под остальные карточки пассажиров, под углом, так чтобы у вас получилась стопка из 2 колод, лежащих одна на другой. Так вам будет проще понять, когда приближается конец игры. Положите получившуюся стопку рубашками вверх внутрь кольца маршрута. Когда закончится верхняя колода пассажиров, нужно начинать брать карточки из нижней. Откройте и положите по 3 карты из колоды пассажиров в открытую рядом с каждым сектором. Это стопки очередей. Если открыли контролера, откройте вместо него новые карточки пассажиров, а его карточку замешайте обратно в колоду пассажиров. Кладите открытые карточки лесенкой, так чтобы видеть все значки станций. Первым игроком становится тот, кто последним пользовался такси. Далее игроки будут ходить по очереди по часовой стрелке. Теперь игроки по очереди в обратном порядке от последнего к первому выбирают одну любую станцию на маршруте, занимая ее своей фишкой. После чего берут в руку все открытые карточки пассажиров из сектора, в котором находится эта станция. Выбирать станцию в секторе, в котором уже есть другие игроки, нельзя. Ход каждого игрока состоит из 4 фаз. Перемещение происходит по часовой стрелке. Игрок выбирает любую незанятую станцию и перемещает на нее свою фишку. Он обязан покинуть сектор, в котором находится, и не может остановиться на станции, с которой начал движение. Далее игрок открывает по одной карточке из колоды пассажиров для каждого из 5 секторов, предшествующих сектору, в котором оказалась фишка игрока. Открытые карточки кладутся снаружи кольца маршрута, наверх стопок очередей, начиная с ближайшего сектора против часовой стрелки и далее. Если был открыт контролер, он кладется внутрь кольца маршрута, под карточку своего сектора. В секторе может быть одновременно несколько контролеров. Если была открыта карточка «Конец смены», игра скоро завершится. Остановившись на станции, игрок может высадить любое количество пассажиров, в том числе и зайцев, совпадающих одним из значков со значком станции. Все карточки пассажиров, кроме зайцев и вартанцев, игрок кладет в отдельную стопку перед собой. Это его зачтенные карточки, которые принесут в конце игры очки репутации. Высаженные таким образом зайцы и вартанцы кладутся в стопку сброса. Если в секторе, в котором остановился игрок, есть контролер, игрок кладет всех зайцев из руки в зачтенные карточки. При этом один контролер из этого сектора кладется в сброс. Если в секторе, в котором остановился игрок, есть контролер, но у игрока на руках нет зайцев, один контролер из этого сектора замешивается в колоду пассажиров.
Чтобы высадить вартанца, необходимо, чтобы в секторе, где остановился игрок, были другие вартанцы. Вартанцы уходят только парами. Высаживая их, отправьте с ними в сброс столько же открытых вартанцев из очереди этого сектора. Высадив пассажиров, игрок забирает открытые карточки из стопки очередей в секторе, в котором остановился. Добирает до 6 карточек на руке. Брать карты нужно из низа стопки очереди. Как только в колоде пассажиров открывается карточка «Конец смены», доигрывается текущий круг. При этом новые карточки пассажиров после конца смены не открываются. Если конец смены был открыт на последнем игроке, то он доигрывает свой ход. Затем играется еще один круг, то есть ходят все игроки, после чего переходим к подсчету очков репутации. Откройте все отложенные стопки и посчитайте очки каждого игрока. Каждая зачтенная карточка пассажира с желтой рамкой и каждый заяц приносят по 2 очка репутации. Каждая зачтенная карточка пассажира с белой рамкой приносит 1 очко. Теперь посмотрим, что у нас осталось в руке. Каждая карточка с желтой или белой рамкой в руке отнимает 1 очко репутации. Каждый заяц и вартанец в руке отнимают по 2 очка. Игрок, набравший больше очков репутации, побеждает. В случае ничьей по очкам побеждает тот, кто засчитал больше зайцев. А если уж и по зайцам ничья, тогда Смарф оставит премию себе. Но каждый из вас все равно победитель в моем сердце. Дополнительные правила. Можете добавлять в игру любые из этих правил по желанию, одно или все сразу. Наглые зайцы. Игрок обязан высадить всех зайцев с руки, если их значки совпадают со значком станции, на которой он остановился. Сами доберутся. В конце игры перед подсчетом очков репутации положите в сброс все карточки пассажиров со значками, имеющимися на станциях в секторе, на всех маршрутах, в котором остановилась фишка игрока. Они не отнимут у вас очков. Работаем до упора. Играйте без карточки «Конец смены». Конец игры наступает, когда заканчивается колода пассажиров. Богатеи вперед! Для того, чтобы осуществить высадку пассажиров, обязательно, чтобы в выкладываемых карточках была карточка с желтой рамкой и значком станции, на которую переместился игрок. А на этом все. Вопросы вы можете также задать в нашей группе ВКонтакте и отправить на электронную почту. Присоединяйтесь, чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей. И полегче на поворотах!